Друзья, рад всех приветствовать на канале. И сегодня мы займемся новым хлебушком. Хлебушек скандинавский. Я перепробовал множество рецептов, комбинировал и вот пришел к выводу, что этот рецепт наилучший для меня. Поэтому хочу поделиться. Кому понравится, сможете повторить. Итак, давайте начнем делать скандинавский хлеб. Кому интересно, можете почитать. Очень полезный хлеб и очень вкусный, очень сытный. Итак, первое, что нужно, приобрести вот такую форму. Форма с крышкой на 3 литра. Если у вас этой формы нету, не переживайте, вы можете делать в обычной форме. Главное, чтобы вы ее закрыли, когда начнете выпекать. Если я буду делать на 3 литра рецепт, поэтому если у вас маленькая форма, можете, конечно, тесто поделить на 2 более мелкие формы. Итак, нужно сливочное масло для того, чтобы внутри полностью смазать нашу форму. Итак, это что касается формы. Давайте сейчас начнем с семян. Какие у нас будут семена для этого хлеба? Итак, во-первых, хочу показать. Это сваренная фрике. Это копченая пшеница. Мы ее заваривать не будем. Почему? Потому что я ее сварил в мультиварке. Это также у меня рожь. Тоже я замочил ее и сварил в мультиварке. Они должны быть мягкими. Если не будут они у вас мягкими, то при выпечке они у вас высушатся и будут скрипеть на зубах. Это очень важный момент. Итак, вот эти 2 добавки мы не будем заваривать, замачивать вернее, потому что они уже сварены. И очень легко сварить количество и заморозить. И пользоваться тогда, когда вам нужно. Итак, эти 2 ингредиента мы не будем. Итак, я сказал, это рожь и это фрики. Кому интересно, можете почитать, что такое фрики. Она мне еще размораживается, поэтому к моменту, когда будем добавлять, все разморозится. Итак, добавляем семена, которые у нас пойдут в хлеб. Итак, это тыквенные семена. 50 грамм. 50 грамм у нас тоже пойдут семена подсолнуха. Также пойдут семена чиа. Идут семена льна. Идут семена белого кунжута. Семена черного кунжута, только не перепутайте, это не черный нигелла или чернушка, это черный кунжут. Черный кунжут. И добавляем также отруби. Отруби идут у нас квакер, или на русском это Геркулес. Итак, все про все вышло 300 грамм. Также и тут у нас по 50 грамм. И для сладости мы добавляем немножко клюквы. Это не обязательно, но я добавлю клюкву немного. Итак, давайте добавим кипяток. Мы не будем добавлять 1 к 1. Мы добавим чуть меньше. В рецепте все это будет. Все. И замешаем. Очень важно в этом хлебе не переборщить с влагой, потому что еще пойдет влага на муку. А если у нас будет влажное тесто, этот хлеб должен хорошенько пропечься,
чтобы он не был влажным. Это очень важный момент. Все. Ну, можно еще чуть-чуть добавить воды. Закрываем. Вот семена. Когда они у нас размокнут, когда мы будем добавлять в тесто, мы добавим и остальные сваренные семена. Все. Закрываем крышкой и оставляем на несколько часов, чтобы это у нас остыло и впиталось. Итак, переходим сейчас к тесту. Что для теста? Вода, мука и, конечно же, закваска. Хочу вам показать лайфхак. Вот заквасочка. И это у меня подогрев. Из-за того, что подогрев у меня не контролирует температуру, поэтому я ставлю что-то, чтобы снизить температуру. И вот буквально за час-полтора закваска, обратите внимание, как поднялась. Это у меня стартер из холодильника. Посмотрите, уже готов к использованию. Поэтому, если у вас холодно, можете заказать такую штуку на Алиэкспрессе. Наверняка есть также с выведением температуры, поэтому посмотрите, может быть, найдете. Но очень классная вещь, которая очень легко помогает поднять закваску. Итак, нам нужна вода. Берем воду. Отлично, все, вода готова. И сюда уходит, посмотрите, какой стартер, просто бомба. И добавляем стартера. О, то, что нам нужно. 50 грамм как раз этого достаточно. И берем венчик. Сейчас мы посмотрим, какая закваска. Должна пузыриться. Это второе освежение, так что закваска должна быть сильная, чтобы хорошо поднять муку, вернее тесто. А тесто удерживало вес наших семян. Посмотрите на эту красотень. Все, достаточно. И уходит мука. Мука это ржаная и немножко деревенская. Итак, тесто нужно замесить. И давайте это сделаем. Тесто не будет не жидкое, оно будет достаточно сильным. После замеса, друзья, тесто уходит на брожение на 8-10 часов. Только потом мы будем им пользоваться. Опять же, это не опара. Не путайте с опарой. Это тесто. Так, давайте хорошенько его замесим. И я покажу, как оно будет
выглядеть после замеса. Итак, вот как выглядит тесто после замеса. Хорошенько перемешайте, чтобы сухие ингредиенты, вернее мука, хорошо впитала всю влагу. Давайте я вам покажу, как выглядит тесто. Видите, оно густое такое, плотное и немного липкое, потому что ржаная мука. Ржаная мука, она обычно более липкая. Итак, все, друзья. Вставляем тесто, собираем такой колобок, закрываем крышкой и, как я сказал, на 8-10 часов на брожение. Все. И что еще пойдет в этот хлеб, хотел также сказать, это солод. Солод у нас пойдет, как же он называется, не ржаной, не пшеничный. Ну, короче, пойдет у нас солод. Что еще пойдет в этот хлебушек? Это солод ячменный. Мы его проморим. И также еще жидкий ячменный солод также пойдет в этот хлеб. Соль и, конечно же, специи. 3 специи. Это кориандр, это фенхель. И также пойдет у нас сюда тмин. Итак, вот такая смесь. Можете поставить или смешать другие любые смеси, которые вам нравятся. Я вот эти выбрал. Больше, конечно, здесь у меня фенхеля, поэтому он даст тоже такой приятный вкус. Также немного аниса я добавил сюда, поэтому добавляйте, что вы любите. Так, пойдут еще, как я сказал, клюква немножко. Ну и будем ждать. Итак, у нас замачиваются семена. И также хлеб ушел на брожение. Вернее, тесто. Давайте подождем 8-10 часов. Друзья, давайте сейчас будем замешивать тесто. Все у нас приготовлено. И начнем. Первое, что мы сделаем. Вот семена, которые уже готовы. Мы высыпаем в чашу. Отлично. Итак, идет фрики. Тоже. Идет также рожь. Можем замешать, перемешать лопаткой. Что идет дальше? Добавляем немного, грамм 50 клюквы. Ее не должно быть много. Тоже перемешиваем. Идут специи. Идет теперь солод. Теперь мы добавим жидкий солод.
Отлично. Все. И давайте сейчас добавим еще самое главное, не забыть соль. Добавляем соль. А теперь добавляем тесто. Хочу показать, тесто очень хорошо подошло. Давайте его. Все, и делаем очень хороший замес. Тесто возьмем крюк и делаем. Если у вас нету миксера, то, конечно, все нужно делать руками и очень тщательно. После того, как мы замесим, мы еще замесим руками. Почему? Потому что, возможно, некоторые элементы хорошо не размешаются, но мы это все проверим. И, конечно же, важно подправлять, чтобы хорошенько все замешалось. Итак, давайте сначала на первой скорости, потом на второй. Минут 15 этого будет достаточно для того, чтобы размешать все тесто. Возможно, даже минут 10. Итак, давайте начнем с первой скорости. Я покажу, как будет выглядеть тесто после замеса. Мы посмотрим, если нужна будет водичка, то мы добавим воду. Я ее приготовил. Итак, у нас тесто не должно быть мокрым, слишком влажным, но и также не должно быть очень плотным, сухим. У нас очень много влажных ингредиентов. Это семена, в том числе также и солод жидкий, поэтому то, что мы положили, этого должно быть достаточно. Мы посмотрим после замеса. Итак, я покажу после замеса, как будет выглядеть тесто. Ставим на вторую скорость и даем хорошо замешаться. Вернее, замеситься. Итак, тесто замесили. Хочу показать. Вот как выглядит. Оно липкое, это нормально. Итак, что мы сейчас будем делать? Берем сливочное масло. Отрезаем такой хорошенький кусочек. Первое, что нужно сделать, это намазать крышку. Почему? Если у нас тесто поднимется чересчур, оно не прилипнет и будет хорошая корочка. Обязательно. Итак, вы можете делать не сливочным маслом, другим, но я хочу сливочным маслом. Он даст хороший вкус. Все по краям тоже, бортики, тут все
все, что может прилипнуть. Все. И смазываем саму форму. Со всех сторон. Конечно, жидким удобнее делать, но слишком много масла тоже не стоит увлекаться, поэтому мы его распределяем по всем стенкам. В том числе вот эти края, бортики, верхушку. Все, друзья. Что мы делаем сейчас? Нам нужно взять муку. Давайте это сделаем. Мука ржаная. Возьмем маленькое сито. Вот такое. И мы на дно вот так посыпем чуть-чуть муки по бокам. Тоже немного. Лишнюю потом стряхнем. Вот так. Все, что мы делаем? Лишнюю стряхнули. Эта мука лишняя нам не нужна. И теперь давайте возьмем тесто. Тесто лучше сразу вытащить полностью, а не кусками класть, чтобы потом не было никаких пустот, друзья. Вот смотрите, вот тесто, немножко намочим. И опускаем по всей длине. Ну, остальное, вы знаете, мы разравниваем нашу буханочку. Все, и будем выпрямлять. Друзья, посмотрите, сколько осталось с краю. Почти половина. Это очень важно, потому что первый мой хлеб, который вышел в этой форме, я немножко не рассчитал. И знаете, что получилось? Тесто подняло крышку, представляете? Поэтому очень важно, чтобы все у нас получилось красиво. Хлеб можно было кушать, но он был не эстетичный. Поэтому я не решил его выставлять. Все, друзья, хлебушек готов. Вернее, тесто чуть-чуть смочим. Семенами никакими посыпать не нужно. Наверное, вы знаете почему. Если вы любите мак, то можете посыпать мак. Мы мак посыпать не будем.
Что мы сейчас посыпем? Это муку ржаную, тоже с помощью маленького сита. Так, давайте это сделаем. И благодаря этому мука нам поможет увидеть, когда хлеб у нас поспеет после расстойки. Расстаиваться он будет 2,5 часа примерно, 3. Все так обильно мукой посыпаем. Что мы делаем? Закрываем хлебушек и оставляем на расстойку 2,5-3 часа. И иногда посматриваем, как он поднялся. И будем выпекать с закрытой крышкой где-то полчаса, а потом уже 40-45 минут с открытой. Так даем хлебу расстояться. Итак, хлеб расстоялся, прошло 3 часа, 2,45. Давайте посмотрим, как хлеб выглядит. Мы откроем. Посмотрите, как он поднялся, начал трескаться. Надеюсь, вам видно. Видите, появились дырочки. И убираем хлебушек в духовку. Температура 270, 15 минут. Потом температура будет 200, тоже 15 минут. И следующие 40 минут температура будет около 180 градусов. Итак, хлебушек уходит в духовку. Обязательно проверьте, чтобы был вот такой щелчок. И закрыто. Все, убираем в духовочку. И откроем. Давайте сейчас снимем крышечку и вернем хлебушек обратно. Прошло уже полчаса. И друзья, вот он хлебушек. Отправляем его обратно. И через 45 минут будем его вытаскивать. Хлебушек готов. Мы сейчас его вытаскиваем. И потом вновь положим в духовку, только без формы. Итак, давайте вытащим хлебушек. Вау. Друзья, посмотрите на эту красотень. Аккуратно. Так, хлебушек вышел. И мы его положим чуть-чуть в духовочку. Как раз осталось 5 минут. Давайте, чтобы он немножко у нас прихватился тоже по бокам, хотя он уже готовый, но давайте положим. Отлично. Итак, по времени осталось 4 минуты. 4 минуты как раз будет для того, чтобы он подошел у нас без формы. И оставим его до утра, для того, чтобы завтра уже его порезать, когда он остынет. Итак, встречаемся завтра утром, когда будем резать хлебушек. Итак, давайте порежем хлебушек. Он созрел, прошли примерно 15 часов. И теперь сейчас можно
посмотреть, как он у нас вышел внутри, а также на вкус. Итак, давайте мы это сейчас сделаем и посмотрим. Хочу вам показать, вот как выглядит хлебушек. Выглядит он просто великолепно. И сейчас будем его дегустировать. Друзья, вы должны на это посмотреть. Посмотрите, какой прекрасный хлебушек. Вау! Давайте попробуем горбушку. Он очень хорошо пропекся, друзья. Надеюсь, вам видно. Давайте я приближу. Вау! И будем его пробовать. Ой, друзья, нету слов. Какой вкуснейший хлеб. Наконец-то я добился того результата, которого хотел очень долгое время. Хлеб просто великолепный. Друзья, что хочу сказать по хлебу. Хлеб получился просто идеальный по вкусу, а также по составу. Очень много семян, то, что я и хотел как раз зимой. Хлеб для бутеров с соломончиком, с ветчиной, с чем хотите. Для завтрака это просто идеально вкусный хлеб. Мне очень понравился, очень хорошо пропекся, поэтому обязательно попробуйте его сделать. Да, его не просто делать, но зато стоящее дело. Итак, это моя, наверное, третья попытка разных рецептов. И вот эта попытка удалась. Итак, друзья, успехов. Надеюсь, у вас тоже